Взгляните на эту фотографию, сделанную во время миссии Аполлон-11. На ней виден гномон, устройство, которое помогает определить цвет с оттенками у объектов рядом. А теперь взгляните на это же устройство, но сфотографированное на Земле в музее. Цвета выглядят насыщеннее. Когда на гномон смотришь на лунных фотографиях, то кажется, будто он, как и весь снимок, засвечен. Если мы с вами снизим интенсивность освещения на снимках с Луны таким образом, чтобы оттенки на гномоне выглядели так, как они выглядят на Земле, то получится это. Обратите внимание, что поверхность Луны начинает приобретать больше оттенков. Отчетливо видно, что справа грунт стал слабо-оранжевого оттенка. Если желаете узнать больше фактов о настоящем цвете, прошу остаться. А если досмотрите ролик до конца, то я подготовил для вас путешествие к настоящей Луне. У меня тонна вопросов к правительствам, космонавтам, астронавтам, космическим агентствам по нашей любимой Луне. Я делал несколько выпусков, в которых упоминал и крестики камеры Hasselblad, которые показывают, что весь горизонт на фотографиях поверхности Луны фальшивый, и о странных кратерах, которые все одинаковой глубины, и об отчете R277, из которого следует, что наша Луна минимум 500 лет активна, и про непонятные объекты на поверхности, и геологические следы типа цепочек кратеров и так далее. Но я не разбирался с ее цветом. Кажется, время пришло. Снимки, что я показал в начале, еще цветочки. Уже несколько десятков лет интернет бомбардируется снимками Луны, на которых спутник не совсем весь серый. У меня нет своего телескопа или суперзумной камеры, я проверить сам не могу, но тысячи астрономов-профессионалов, анализируя свои фото, начали подозревать, что оттенки спутника Земли несколько разнообразнее, чем преподносится на имеющихся снимках поверхности от миссии НАСА. Есть куча таких снимков Луны, когда спутник находится высоко в синем утреннем небе. Здесь действительно цвет Луны отнюдь не праздный и имеет непосредственное отношение к так называемым лунным миссиям Аполлонов, на которых Луна показана исключительно в унылых серых тонах. Теперь взгляните на этот снимок. Фото сделано аппаратом Галилео. Снимки от этого аппарата показывают реальный цвет Луны. Повторяю, это реальный цвет Луны издалека. Есть ли тут серый цвет? Безусловно, но есть и другие оттенки. Так что к снимкам Луны, которые сделаны НАСА или другими космическими агентствами, где спутник тупо серый, прошу относиться с подозрением. Мы с вами разберем дальше, почему нам важно понимать, какой оттенок или цвет Луны. Наберитесь терпения. Когда в 1994 году была запущена миссия Клементина, которая отфотографировала Луну вдоль и поперек, порядка миллиона картинок в самом высоком разрешении не были опубликованы до сих пор. Почему? У меня есть предположение, чуть дальше о нем расскажу. Итак, первый факт – это снимки с гномоном. Там видно, что фото явно засвечено, и только с адекватной яркостью можно увидеть, что под сероватой пылью грунт другого цвета. Второй факт – это снимок Галилея. В его защиту приведу цитату из книги «Первые итоги определения физико-механических свойств грунтов Луны», которую написали Черкасов, Михеев в 1970 году. Тогда советские ученые при помощи своего оборудования изучали поверхность Луны с Земли. Вот что они написали. Наши методы позволили к началу исследований лунной поверхности с помощью космических аппаратов считать твердо установленными следующие факты. Лунная поверхность характеризуется низкой отражательной способностью и отражает всего от 5 до 18% солнечного света. Цветовые различия на Луне крайне малы. Ее поверхность имеет коричневато-серую или черновато-бурую окраску. Для тех, кто не в курсе, бурый цвет – это вот такой оттенок. Именно такие цвета, как описали советские ученые, мы с вами и видим на снимке аппарата Галилео. Но если это все удаленное наблюдение с Земли, то что с образцами грунта? Ведь было столько проб лунной поверхности доставлено на Землю, неужели там все серое? А вот это и есть третий, следующий факт. Перед вами реголит. Простым языком грунт в виде порошка или пыли, доставленный автоматическим лунным аппаратом Луна-16. А вот второй образец лунного грунта, который также был доставлен этим аппаратом. Это уже образец реголита, который был доставлен следующим почтальоном АЛС Луна-20. Я думаю, что-либо тут комментировать не нужно. Вы и сами видите, что преобладает коричневатый оттенок. Но не все так просто оказалось с доведением этой информации до людей.
Мало кто знает, но была шумиха по обсуждению лунного грунта в СССР. Свидетели фото утверждали, как и мы, что он бурый и коричневый. Серого нет, или его не так-то много. Однако стали появляться труды, в которых писалось совершенно другое. Реголит в целом представлял рыхлый, разнообразный, темно-серый, тонкозернистый порошок с включениями отдельных более крупных зерен, обладающих сильным зеркальным эффектом. Это о реголите, доставленном АЛС Луна-16. И об образце Луны-20 вот так писали. От образца Луны-16 он отличается светло-серым цветом и более мелкозернистым составом. Какой тут темно-серый или светло-серый оттенок, расскажите мне? Какие же вопросы стали появляться у обычных людей, кто видел грунт на фото, а потом читал официальные материалы или заключения о его цвете? Академия наук сильно проталкивала в массы, что грунт был серый. Зачем? Когда лунная гонка уже затихла, по образцу, доставленному Луна-20, стали печатать и пускать в народ уже нецензурированные выводы о буром цвете. Например, в книгах «Лунный грунт из моря кризисов», выпущенных в 1980 году, есть такое описание. По окраске в колонке выделяются две зоны, из которых в верхней большей части присущ однородный серый цвет с легким коричневатым оттенком. Из чего мы можем сделать вывод, что, скорее всего, на Луне, где есть серый цвет, это реголит, порошок, как пыль, но под ним находится грунт коричневатого или оранжевого оттенка. А что с грунтом, который привезли астронавты из миссии Аполлон? А все еще интереснее. Перед вами первый образец миссии Аполлон-11, номер 145. Но порадую вас, это черно-белая фотография. Однако в описании на английском языке значится оттенок грунта как светло-коричневый. Образец номер 105 миссии Аполлон-11. Об этом образце известно, что проба взята на 10 см в глубину. Как вам такой цвет? Совпадает с тем, что привезли с АЛС Луна-16. Причем видно, что образец сохраняет бурый цвет на всю длину. То есть грунт на поверхности Луны, где производился забор Керна, также имел бурый цвет. Вот еще образец, номер 12028, но уже миссии Аполлон-12. Как и предполагалось, образец 12028 более светлый, нежели образец под номерами 100-05. И тут тоже четко видно коричневатый оттенок. Удивительным выглядит и то, что почти 2/3 образцов грунта миссии Аполлонов имеют бурый цвет или оттенок, а на фотографиях самих миссий поверхность Луны отражена совершенно серой. Данное противоречие должно же иметь хоть какое-то объяснение. Но давайте еще перед выводами обратимся к китайцам. Это будет 4-й факт. Я делал выпуск о их лунной программе Чан-Э. Ее задача — освоение Луны и, конечно же, куча фотографий. Много снимков китайской миссии показывают коричневым, темным и бурым, но никак не таким люто-серым, как у американцев. Это сходится с той фотографией аппарата Галилео, где Луна таковой и выглядит. Однако не сказать, что не на всех снимках четко прослеживается не серый оттенок поверхности. В аппарате китайской миссии Чан-Э стоит цифровая фототехника, а это значит, что цветокоррекция или баланс белого производится программно. То есть, если есть в кадре белый цвет, то он таковым и должен остаться. Если что-то сбилось, то фото можно исправить, подкорректировав белый цвет. А вот обратную задачу тяжелее решить. Если вы что-то хотите подкорректировать или исправить, и белый оттенок уже таковым не является, то можно легко сделать вывод, что фото подвергалось дополнительной обработке. Взгляните на эту фотографию. Посадочная платформа Чан-Э. Тут по двум моментам можно увидеть, что фото с измененным контрастом. Первое — это флаг КНР. Он у них пестро-красный, а параболическая антенна на модуле должна быть белой. Проведя нехитрые манипуляции только с восстановлением белого цвета, получаем вот эту картинку, где видно, как грунт приобрел другой оттенок. Цвет реголита стал серо-коричневый, и наверняка под ним бурый грунт, как это видно в образцах американцев и СССР. Еще один интересный момент. Аполлон и Чан-Э садились в одном месте. Это море дождей. Довольно темное место, если судить из поверхностного снимка Луны. Сопоставив эти снимки, которые сняты в похожих условиях, видно, что они не одинаковые. Камни на китайском снимке более светлые, благодаря чему выглядит рельефно. На снимке Аполлона камни угадываются лишь по теням. Лунная поверхность выглядит как сплошное серое поле. Цветокоррекцией США, конечно, занимались пожестче, чем китайцы. Зачем тогда и Китай делал контрастное вмешательство в своей миссии? Да дело в том, что с последнего покорения Луны и создания образа спутника в массах у всех закрепился серый цвет, что Луна серая, мертвая, пустая и неинтересная. Мы уже выше на примерах анализа проб грунта убедились, как Советский Союз повторял за США выводы, что Луна серая и коричневый грунт серый.
и все там серое. Явно прослеживается некий договорняк на уровне правительства, что Луну нужно сделать какой-то неинтересной и одноцветной. Поэтому неудивительно, что сегодня на лунном орбитальном зонде находится черно-белая камера, чтобы не возникало лишних вопросов относительно цвета Луны. А между делом именно этот орбитальный лунный зонд является сейчас основным поставщиком лунных снимков от правительства США. Поэтому перед великой силой стереотипа не удержались и китайские ученые, чтобы придать своим снимкам какой-то аполлоновский шаблон, согласно которому поверхность Луны должна быть серой и не представляющей интереса. Мы с вами ведь видели, что у китайцев на их фото баланс белого на снимке смещен в сторону синей компоненты. По-видимому, это было сделано намеренно, чтобы убрать бурые краски и коричневые оттенки реголита и придать ему серый цвет. Но полностью выполнить эту задачу им не удалось, так как либо пришлось бы откровенно фальсифицировать снимки, лишая реголит с помощью графического редактора бурого цвета, либо при существенном занижении насыщенности цвета со снимков исчез бы национальный флаг Китая, чего, разумеется, допустить было нельзя. Вот и получилось ни туда, ни сюда. Вот еще снимок, показывающий, что если не делать хорошо, плохо всегда получится. Это китайский луноход. Скорректируем баланс белого и повысим насыщенность фотографии, чтобы золотистая фольга приобрела естественный вид на официальных снимках аппарата на Земле. И вот что получилось. Поверхность Луны приобрела в кодировке RGB ярко выраженный красный оттенок. Какой можно сделать вывод? Однозначно цвет Луны намного насыщеннее и разнообразнее, чем серые горизонты. Глядя на снимок Галилея, понимаешь, насколько она интереснее и живее. Пробами грунта, корректировками снимков мы лишь доказали, что да, грунт по цвету и оттенку действительно отличается от оттенка бетона или цемента. Но тут всплывает еще вопрос с покорением Луны. Дело в том, что каждый ролик о Луне на моем канале содержит в комментариях сотни сообщений, что высадка американцев на Луну – голливудский фильм, что они там не были. Исходя из всех выпусков, что я делал про Луну, у меня для вас есть 3 версии. Первая. США были на Луне, и все отснятые материалы ретушировали по максималке, так как увидели там несусветную и необъяснимую картину, и транслировать миру ее было нельзя. В этой версии все сделанные фото Луны, кратеров, ее поверхности были по максимальному отредактированы. Как подтверждение, что они там были, это снимок грунта, где под реголитом бурый и коричневый оттенок. Это соответствует результату проб Советского Союза от лунных автоматических станций. Вторая версия. Астронавты не были на Луне, и все это сумасшедшая история и дорогая постановка. А вот пробы грунта, которые у них сошлись с советскими, это заслуга тех же лунных автоматических станций, которые были и у американцев, которые могли достать грунт с Луны и доставить их на Землю. Третья версия. Это то, что США были на Луне, но все отснятые материалы заменили на то, что сняли на Земле. Опять же, из-за того, что Луна им показала то, с чем население планеты ознакомить не решились. Возможно, у вас есть другие версии. Прошу не стесняться и излагать их под видео. Но что точно можно сказать о спутнике, так это то, что Луна однозначно не черно-белый объект. Она несет в себе не только следы от падения метеоритов, а есть и еще что-то, нечто большее. Ну а сейчас, как обещал в начале выпуска, покажу вам другую Луну. Приготовьтесь загрузить мозг окончательно. Помните, я говорил, что снимки Клементины в высоком разрешении недоступны для скачивания, но использовать их самому правительству США ведь никто не запрещал. На сайте Геополитического института США есть снимки поверхности Луны в разных цветовых форматах. Есть в сером, инфракрасном и ультрафиолетовом. Но что является самым фантастическим, здесь есть карта естественных цветов Луны. В описании я разместил ссылку, где четко написано, что есть естественный цвет Луны – Natural Color. То, какой мы видим ее на снимке аппарата Галилео. Есть пояснение к карте, где они сами указывают, что эта карта – глобальная мозаика из 400 тысяч снимков Клементины, на которой видны полезные ископаемые, полученные дистанционным фотографированием поверхности с использованием инфракрасной камеры и камеры высокого разрешения аппарата Клементина. Карта весит 14 гигабайт и скачивание нестабильное. Где еще хранить то, что все ищут, как не на самом открытом месте? Если приблизить некоторые участки, то получается увидеть некоторые необычные фигуры и объекты. Дисковидные формы, по всей видимости, находятся над поверхностью. Если сравнить, например, этот вид с другими, то можно увидеть, что этот объект действительно выступает над поверхностью. Удивительно и то, что эти диски, а точнее выпуклые диски, находятся всюду на Луне. Это тяжело комментировать, так как кажется, что ты сошел с ума. Некоторые кратеры уже не кратеры, а выпуклые объекты.
Некоторые диски гораздо крупнее и ярче, чем первые. Есть даже отличия по цвету и деталям. На Луне четко видны эти объекты. Их тысячи. Открытие цветных фотографий Луны и ее естественных цветов, которые вы сейчас видите, открывает нам совершенно другую реальность, что Луна могла быть полной жизни. Это может еще объяснять наблюдения, которые есть в каталоге R277, по которому я делал отдельный выпуск. Луна не кажется мертвой, она наоборот кажется такой же живой, как наша планета. Вот тут-то и понятно, зачем менять цвет. Как вы могли понять, наиболее характерным аспектом Луны является контраст между более светлыми и более темными областями. Белые поверхности – это лунные Нагорья, а более темные области часто являются низменностями. Как вы могли видеть, если цвет поменять местами, то получается совершенно другая картина, когда низменность станет выше поверхности. Я оставлю вам пространство для раздумий, пишите свои мысли в комментариях.